Итак, мое вчерашнее решение в полчетвертого выйти на гору было явно опрометчивым, но оно же оказалось как бы на самом деле единственно верным, потому что ночевать там возле этого типа там гостиница при горе, но она вся закрытая, оставаться там так себе, при таком ураганном ветре, который дул всю ночь, возвращаться назад до заброшенного поселка, это километров 5 крюк. Вот, и то, что я вышел вперед, это как бы хорошо, потому что я нашел по итогу домик, и сегодня меньше мне досталось времени штурмовать. Сегодня проснулся, у меня не было как бы ни еды, ни питья, и телефон садился, и поэтому я решил быстро идти на гору. Ну, быстро не получилось, вот, потому что Organic Maps, спасибо большое, что ты решил меня провести именно по этой горе. Там была возможность как-то по озеру, красивое озеро открылось мне с горы, был где-то водопад, это вообще национальный парк, вот. Ну, по итогу я забрался наверх, там было все в тумане, ветер дул так нормально, моросило, задолбался капец, посадил телефон, потому что тропинок там толком нету, вот, приходилось идти как-то по фарватеру, по азимуту, вот, и постоянно корректировать, потому что ни хера не видно, туман. Поэтому я посадил до вершины, но благо путь с вершины был виден хорошо, на другой стороне горы было все замечательно в этом плане, дождя не было больше, я спускался и чувствовал себя очень-таки хорошо и думал, какой я красавчик, молодец. Но в какой-то момент уже перед самым как бы финишем, когда оставалось 300 примерно метров до уровня вот 1400-1100, вот я сейчас где-то на 1100, я сбился, вот, а так как не было моего органика, пришлось искать все это как-то так наобум, вот, сбился с тропы и попал в такие засады, что пару раз я просто останавливался, садился и выдумывал себе маршрут, там держался за траву, спускался на животе. В общем, веселые меня ждали приключения. Потом я зашел в деревеньку Капуча. Вот там все было страшно заброшено, конечно. Я решил остановиться в гостинице, но все-таки там никаких гостиниц не было, все страшно заброшено, а слишком рано было, мне показалось. Потом попал еще в деревеньку Тауэр, нет, не Тауэр, ну что-то такое, Тимуров, короче, еще 2 деревеньки, и это было то же самое, что Капучи, там жутко просто. Это национальный вроде парк, красивые открывались места, извините, не сфоткал, не завидел, потому что телефон был севший, это сделать ничего не смог, придется вам верить мне на слово, что я там был, вот. Но вот это дороги ужасные, 3 этих деревеньки просто ужасные, там ничего не разрушают, что-то пытаются какие-то типа домики, типа кемпингов строить, типа для туристов, наверное, но я бы на месте туриста, который приехал вот в эту деревеньку, посмотрел бы и никому бы больше не рекомендовал в этой деревне останавливаться перед таким. Так, что касается горы, смотрите, я за 2 дня прошел что-то 35 примерно километров, 33, наверное. Вот. В следующий раз таких опрометчивых решений, что типа я за 3,5 часа одолею 8,5 километров с подъемом на 1,5 и, ну, не на 1,5, но окей, примерно на 800 пускай, и со спуском на 1500, это, конечно, тот еще номер. В следующий раз я так делать не буду. Устал сегодня смертельно. Вот, ну, потом зашел в кафешку, там отпился, поговорил с девочкой из Украины какой-то. Она сказала, что отель стоит минимум 80 здесь. Правда, я встретил один за 50, но решил уже не останавливаться. Кроссовки подсохли, с кроссовками все хорошо. В общем, вот такое вот было у меня приключение. До Рима, до Фьюмичино точнее, показывает мне Organic 167.
И это здорово, потому что Рим плюс Фумичино 30 километров, то есть дня через 4, наверное, 5. Я уже боюсь загадывать, вот. Надеюсь до Рима уже добраться, ну а там у меня знакомый Василий Самусенко, с которым я сегодня поговорил, он меня встретит и все будет замечательно. Такой вот сумасшедший получился день, поэтому, кстати, я не выложил в Телеграме свои видео, но как бы я понял, что нафиг никому не нужен, и нафиг никому не нужны эти видео тоже. Никто даже не спросил, почему меня столько времени не было в интернете. Пока!